Зеленский срочно летит в США. Что он пообещал команде Трампа и почему Москва уже требует все переделать? Ключевой момент в мирных переговорах по Украине. Война может закончиться уже до Нового года. Неожиданное решение, касающееся Запорожской АЭС. Какой план обсуждают Россия и США за спиной у Киева? Новогоднее поздравление Путина попало в сеть. Как так получилось и что он в нем сказал? Досмотрите. Европейские страны отправят войска в Украину. Какие страны готовы это сделать и какие условия для этого должны быть выполнены? В офисе президента сделали заявление. Об этих и других самых главных событиях вечера пятницы 26 декабря. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. До Нового года может решиться больше, чем за многие месяцы, и Киев явно спешит закрепить окно возможностей, пока оно не захлопнулось. Американская сторона тоже не сбавляет темпы, и в результате есть договоренность о встрече на высшем уровне. Это подтвердил Владимир Зеленский. Напомню, 24 декабря Зеленский впервые раскрыл содержание согласованного с США мирного плана из 20 пунктов и отдельно акцентировал, что Украина не принимает требования отказаться от членства в НАТО, которое фигурировало в первоначальной версии из 28 пунктов. Мы говорили з вами об этом в предыдущих випусках. Важливо, якщо у нас вийде організувати те, про що ми говорили сьогодні. Вже готові деякі документи. Я бачу, що вони готові майже повністю. Деякі документи готові. Звісно, щодо сенситивних питань ще треба попрацювати, але ми разом з американською командою розуміємо, як це все забезпечити. Найближчі тижні теж можуть бути интенсивными. Параллельно из Москвы уже идут сигналы, что Россия будет требовать существенных изменений в проект, который Киев и Вашингтон согласовали. А 25 декабря Зеленский созванивался с представителями команды Трампа, Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, и после разговора говорил о хороших идеях для долгого мира. Война за крипту. Два самых больших в мире темщика договариваются о совместном использовании мощностей для майнинга. По данным «Коммерсанта», на переговорах о прекращении войны Россия и США обсуждают совместное управление Запорожской АЭС, причем без участия Киева. Кремль, как утверждается, пересказывал российскому бизнесу. Американцев интересует майнинг прямо на станции, но одновременно они настаивают, чтобы электричество с Запорожской АЭС шло в Украину. Напомню, ЗАЭС — крупнейшая атомная станция Европы. До войны давала около 20% украинской электроэнергии. Российские войска оккупировали ее в мае 2022, а с сентября того же года блоки стоят в холодном останове. В мирном плане США, который после консультации ужали до 20 пунктов, вопрос ЗАЭС один из немногих, где компромисса нет. При этом МАГАТЭ уже предупреждала, на станции нарушены почти все принципы ядерной безопасности, и в нынешних условиях безопасно перезапустить реакторы уже нельзя. Пока оккупанты побеждали в медиа, силам обороны Украины в Днепропетровской области удалось деоккупировать 5 сел. Более 100 дней без ротации и без паузы. Основная часть операции пришлась на осень. В войсках уточнили, что бойцы 3-го штурмового батальона все это время находились на позициях и проводили контратаки. Там подчеркивают, это редкий случай, когда подразделение более 100 дней одновременно удерживало рубежи и продвигалось вперед. В конце августа россиянам удалось прорваться на территорию Днепропетровской области. Аналитики Deep State тогда сообщали о занятии сел Запорожская и Новогеоргиевка. С тех пор активные боевые действия в области продолжаются. Взятие оккупантами командного пункта в Гуляйполе подтвердили украинские военные. После ролика, где россияне заявляют о захвате командно-наблюдательного пункта теробороны в центре города, в силах обороны Юга объявили расследование. Нужно установить, мол, был ли захват вообще и почему это могло случиться. По данным украинских медиа, речь может идти о пункте батальона 106-й бригады территориальной обороны, который предположительно отошел, оставив вещи и технику. А такие находки могут стоить слишком дорого. В командовании подчеркивают, никто и ничего не будет скрывать, а по итогам проверки оценку дадут действиям каждого причастного.
Это уже не разговоры на потом и не дипломатический туман. Вокруг Украины начинают проговаривать то, что еще недавно предпочитали даже не формулировать вслух. Чьи войска, кто именно ступит на землю и на каких условиях, когда стрельба затихнет. Советник Офиса президента Украины заявляет, что 4 страны готовы отправить миротворцев в Украину после окончания войны. Франция, Германия, Турция и Великобритания. По его словам, в обеспечении мира должны участвовать международные партнеры. В нас мають бути партнери, а Сполучені Штати в рамках своєї нової стратегії національної безпеки чітко говорять, що вони хочуть зменшити присутність у Європі. Тобто займайтесь самі. Таким чином виникає питання, хто буде фінансувати все, хто буде присутній для того, щоб інтегрувати все в єдину систему, і хто буде модерувати процеси стримування Росії. Но за громкими словами сразу всплывают жесткие рамки. Турецкие власти ранее обозначали 3 ключевых условия для такой миссии. Полное прекращение огня, четко прописанные цели и полномочия, а также распределение обязанностей между участниками. Подоляк добавил еще один слой – политический. Война, по его оценке, переформатирует европейское пространство, а ЕС будет вынужден переосмыслить привычный уклад и стать более милитаристским. Если вы можете разгадать этот код, напишите нам. Пишите в комментарии свои версии, что именно пытается нам передать Никол Пашинян, премьер-министр Армении, в своих соцсетях. Вы, наверное, помните его грустные ролики под Земфиру несколько дней назад. По прибытию в Москву он выложил в сеть видео под песню группы «Ласковый май» на фоне здания ФСБ. А теперь вот написал у себя в Facebook сообщение, от которого все становится еще загадочнее. У меня нет времени, поэтому мне нужно действовать быстро. Ждем ваших вариантов, версий в комментарии, без вас тут никак не разобраться. Правосудие настигает тех, кто шел воевать в чужую страну за деньги или прикрываясь чужими идеями. Казахстан резко закручивает гайки тем, кто уехал воевать в Украину. По данным Медиазоны и проекта «Прощай оружие», в 2025 году там завели рекордные 709 уголовных дел за участие в вооруженных конфликтах за рубежом, еще 28 за наемничество. Для сравнения, в 2024 году было 166 дел по участию и 17 по наемничеству. В судах тоже прошел вал. В этом году рассмотрели более сотни дел об участии и 12 о наемничестве. Ну, во-первых, мы не знаем достоверности этих цифр, насколько они соответствуют действительности. Это надо сейчас смотреть, проверять, и эту информацию не А в прошлом году, например, за наемничество сколько человек привлекли? Есть статистика? Запрос сделайте официально. Почему это вспыхнуло именно сейчас? Журналисты связывают всплеск с тем, что в 2025-м украинский проект «Хочу жить» публиковал списки граждан Казахстана, которые воюют или воевали на стороне России. В сумме это около 1200 фамилий. А параллельно растет и черная статистика. По подсчетам Медиазоны и русской службы BBC, на войне погибли почти 200 граждан или уроженцев Казахстана. Схема набора чаще всего одна. Люди едут в Россию на заработки, видят рекламу контрактов и обещания денег или документов и попадают в ситуацию, где их дожимают подписать контракт из-за проблем с этими бумагами. В отдельных случаях в приговорах описываются и принуждения. Новый год и новый ценник. Россиян предупреждают о резком росте цен на непродовольственные товары из-за попытки властей обелить импорт и прикрыть карго-схемы. Поставки без нормального таможенного оформления. Издание «Коммерсант» пишет, уже ужесточили проверки на казахстанско-российской границе, требуют дополнительные документы, проводят массовые досмотры, берут пробы, а поставщиков проверяют все жестче. Итог для покупателей простой. Логистика и бумажная волокита дорожают, а их доля в цене огромная. До 30% в одежде и до 50% в мебели и крупной бытовой технике. Рынок ждет скачок цен на маркетплейсах, по оценкам плюс 15-30%. Возможен и дефицит отдельных позиций. Часть брендов не горит желанием оставаться на российском рынке, если серые схемы перекроют. Эксперты считают, что фаза роста цен и нехватки может тянуться до 18 месяцев. А вот еда, вероятно, подорожает меньше. Импорт там около 10-15% и контроль в ритейле и так жестче. Лицо на маске ожило и попросило денег. Члены путинского фан-клуба из российских селебрити продолжают попадать в конфликты. Актер Сергей Безруков подал иск и требует взыскать 500 тысяч рублей за незаконное использование изображения на карнавальных и тканевых масках, которые продавались на Wildberries и Озон без его согласия. Ответчиком проходит индивидуальный предприниматель Кристина Соболевская. По версии защиты актера, в карточках товара были использованы его имя, фамилия и фотография. В иске сумма разбита на две части.
части, 250 тысяч как компенсация морального вреда за нарушение прав субъекта персональных данных и еще 250 тысяч за неправомерное использование изображения. На заседании суда прозвучало, что ответчик просит либо снизить компенсацию, либо заменить ее выплатой дохода от продаж. А портретная экспертиза подтвердила, на масках действительно Безруков. Российские хакеры взломали почту. Не имейл, а именно почту. Французская почта легла за несколько дней до Рождества. Центральная система La Poste вырубила DDoS-атакой. Посылки перестали нормально отслеживаться. Сервисы плавали несколько дней. А затем кремлевская кибергруппа NoName 5716 заявила: «Это мы». После этого дело забрала французская внутренняя разведка. Об этом сообщают парижские прокуроры. И тут важен контекст. NoName 5716 уже связывали с атаками по Европе, в том числе вокруг саммитов НАТО и по французским госресурсам. Против сети в 2025 году проводили крупную международную операцию, но, судя по всему, положить такие атаки до конца не получилось. И удар пришелся ровно по самой нервной точке сезона – рождественским доставкам. Если вы не любите мультики, то после такого вы будете любить их еще меньше. Вышел новогодний эпизод «Простоквашино», где Шарик и Матроскин спорят, записывают ли новогоднее обращение заранее, и мчатся на Красную площадь проверить. Там они сталкиваются с Путиным, поздравляют россиян и делают совместное фото. Вкусные ватрушки, а на душе спокойствие и радость. Глава Союзмультфильма Юлиана Слащева заранее назвала такую историю элементом мягкой силы, продвижением России и ее культуры через узнаваемую детскую классику. Вопрос только один. Какой именно культуры? Как думаете, удачно сказано? Пишите в комментарии, не забывайте. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.